Привет, друзья! Меня зовут Сергей и добро пожаловать на видеостраницы моей кулинарной книги. За окном у меня сегодня дикая жара, а это значит, пришла пора холодника. В разных кухнях мира существует множество вариаций холодных супов. Особенно в жарких странах, где они прекрасно освежают в жару. Мой безусловный фаворит – это суп из свеклы на кефире. И самое долгое в его приготовлении – это отварить или запечь свеклу. И если запечь свеклу, это прекрасный способ получить новый вкус в уже знакомом и любимом блюде. Помимо свеклы, я также обычно добавляю свежий огурец и отварные яйца. Немного зелени, в данном случае укроп прекрасно сюда подходит, и свежий зеленый лук. Теперь это все необходимо измельчить. Можно использовать крупную терку. Это прекрасный вариант, не влияющий на вкус, если вам надо приготовить большой объем. Но лично я предпочитаю нарезать. При натирании на терке края той же свеклы и огурца получаются рваными и некрасивыми, а красота в блюде не менее важна, чем вкус. И пока я это все нарезаю, предлагаю вам немного послушать об этом блюде. Согласно сайту Википедия, холодник – это холодный летний овощной суп из свеклы, щавеля или их комбинаций. Под таким названием он известен в белорусской, польской и русских кухнях, в литовской и украинской как холодный борщ, а в латышской как холодный суп. Не имеет точного состава продуктов и обнаруживает сходство со свекольником и зелеными щами. Согласно популярной кулинарной книге Винценты Заводской «Кухарка литовская», впервые опубликованной в 1852 году, холодники бывают и ягодные, а свекольный готовят с отварными свекольной ботвой и щавелем, на холодной кипяченой воде со сметаной или на простокваше. Его заправляют нарезанными свежими огурцами, растертой солью и рубленой зеленью, перед подачей добавляют лед и сервируют с разрезанными на дольки вареными яйцами, раковыми шейками или кусочками рыбы, а в их отсутствие запеченной телятиной. В литовской кухне летний свекольный суп готовят также на кефире. Он называется шалти-борщай и переводится как холодный борщ. И в украинской кухне похожие холодные свекольные супы традиционно называются холодными борщами. В Беларуси холодник также готовится с щавелем. Его припускают, протирают, разводят горячей водой и доводят до кипения, а после охлаждают. Затем суп подают с нарезанными соломкой огурцами, нашинкованным и растертым солью зеленым луком и рубленой зеленью укропа и сервируют со сметаной и долькой вареного яйца. По рецепту холодника по-мински в суп добавляют также отварную с уксусом свеклу. Похлебкин в его кулинарном словаре приводит рецепт белорусского холодника без щавеля, но со свеклой и на свекольном отваре. Среди авторов кулинарных изданий нет единства по поводу термина «холодник». Холодный свекольный суп на свекольном отваре или мясном бульоне называется холодным борщом. На квасе или смеси кваса со свекольным отваром – свекольником. Холодный щавелевый суп в русской кухне известен как зеленые щи или зеленый борщ. Под названием холодник встречаются рецепты забеленного сметаной холодного супа из зрелых помидоров с репчатым и зеленым луком на воде, или суп из огурцов с крабами на квасе со сметаной, а также холодных супов с вареным рисом и протертыми помидорами на кефире, или суп с припущенной морковью, с творогом и на молоке. В современной белорусской кухне популярный холодник из свеклы на воде, кефире или простокваше, и зеленый холодник со щавелем, и часто под одним названием скрываются два абсолютно разных блюда. Далее рецепт просто до безобразия. К нарезанным овощам добавляем кефир, чуть-чуть соли и, кто любит покислее, немного уксуса или лимонной кислоты. Кто не любит кислое, можно не добавлять. И теперь все осталось перемешать. В идеале перед подачей дать постоять хотя бы 15 минут, дабы все вкусы перемешали. Для красивой подачи используйте половинку отварного яйца и немного свежей зелени. Прекрасный вариант его подачи будет совместно с отдельно стоящей жареной картошкой. Это просто блюдо иного уровня. Приятного аппетита! Если понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии.